Какой взять первый недорогой объектив для кроп-камеры после темного китового комплектного 17-55, ну или 16-50, какой там у тебя, неважно. Поговорим сегодня про Artisan 35-1.8, и, возможно, это лучший кандидат на эту роль. Сравним обязательно Samyang 35-1.8, потому что без сравнения любые обзоры бесполезны, а также сравним лоб-лоб с китовым объективом и попробуем вообще для себя понять, хватит ли нам одного фикса, например, если не брать китовый объектив вообще, то есть просто взять одну тушку, да, сможет ли справиться один фикс 35-1.8 с целым диапазоном фокусных расстояний, который дает зум комплектный объектив. Меня зовут Станислав Иваницкий, погнали разбираться. И напоминаю про обучающие курсы по фотографии на смартфон, фотоаппарат под этим видео. Хочешь прокачаться, тогда обязательно знакомься. Уже больше 15 тысяч человек оценили и пользуются с удовольствием теми знаниями, что подчеркнули при обучении у меня. Курсы все очень подробные, с обратной связью лично от меня. При покупке первой камеры, ну или сразу после того, возникает вопрос, собственно говоря, а какой следующий объектив купить? Да? Почему он возникает? Потому что тот объектив, который идет в комплекте с камерой, это либо 16-50 у Sony, какой-нибудь там 16-55, 18-55, в общем, то объектив, у которого диафрагма от 3.5 до 5.6, да, и причем это не самый резкий и качественный объектив, потому что он супер дешевый, чтобы вы поняли для того, как вообще работает оптика, что такое фокусное расстояние, что такое перспективное искажение, то есть все эти вещи он дает понять, но качества как бы нет, ты сравниваешь со смартфоном, думаешь, блин, как-то что-то вот и размытия такого как бы нету, да, хорошего, как ты думал, что будет у камеры твоей, а так не получается, да, и поэтому сразу возникает вопрос, надо что-то купить, да, вот, и какой объектив купить? Конечно же, объектив нужно покупать в зависимости от того, что ты снимаешь, да, то есть какие задачи ты перед собой ставишь, что чаще снимаешь. То есть понятно, что сила фотоаппарата в том, что это системная камера, а системная камера, то есть она подразумевает разные механизмы, да, допустим, какие-то объективы идеально подходят для того, чтобы снимать портреты, какие-то для пейзажев. Понятно, что универсальных объективов не бывает, но тем не менее, в общем, в зависимости от того, что ты снимаешь, как бы ты и покупаешь тот объектив. Но проблема в том, что когда ты только начинаешь фотографировать, зачастую ты еще не знаешь, что ты будешь снимать, да, то есть, по сути, что ты снимаешь все, вот. И мне стало интересно, возможно ли обойтись каким-то одним объективом и не зумом, да, потому что в комплекте идет зум, а вот если, допустим, взять какое-то фокусное расстояние, которое дискретный объектив, да, то есть который не зумируется, да, в простонародье он называется фикс. Вот если взять фикс, можно ли им обойтись или нужно обязательно зум? Этот объектив существует под разные байонеты, то есть он есть как для Nikon, как для Sony, так и для Fuji. В общем, универсальное решение, единственное, конечно, для Canon RF, но это отдельная боль, и для этого надо отдельное видео выпускать. В общем, если посмотреть на объектив в целом, то у него очень хороший конструктив, то есть в целом проблем к нему, ну, каких-то вопросов к нему нету, да, особенно за такую цену. То есть он металлический, он крепенький, то есть у него ничего не шатается, байонет у него не пластиковый, металлический, то есть как бы все у него хорошо. Как бы есть пара к нему вопросиков, таких небольших. За эту цену, конечно, вопросики такие задавать к объективу как-то наивно, но тем не менее, да, то есть в целом, что мне не понравилось? Нету кольца управления диафрагмой, как, например, у того же Artisan 40 2.0, обзор которого есть на канале, вот у него есть это колечко. И в чем вот это хорошо колечко, почему мне нравится это кольцо на недорогих камерах? В целом я таким кольцом никогда не пользуюсь, даже если он есть у объективов, а, как правило, у дорогих сейчас объективов они все эти кольца ставят, я никогда не пользуюсь, мне оно нафиг не нужно. Но если у вас бюджетная камера или маленькая камера, да, то есть небольшая, как правило, у нее все время ограничен количество кнопочек, да, то есть и всегда не хватает какой-то кнопочки для ISO, либо для выдержки. В общем, дополнительная крутилочка, которая регулирует диафрагму на объективе, очень полезная вещь. Ее очень не хватает в такой оптике, потому что, скорее всего, данный вид оптики будет ставиться на камеру, у которой не так много колесиков всяких разных. В общем, не хватает. Также вопрос возникает меткой крепления объектива. То есть та черточка на объективе, которую ты прислоняешь к камере, там дырочка в дырочку, и то есть так совпало, и поворачиваешь. Там, в общем, эта черточка не совпадает с тем, куда нужно втыкать непосредственно объектив на камере. То есть у камеры есть метка, и эта метка спрятана сбоку, то есть ее плохо видно, да, то есть есть метка, которую нужно вставлять, и просто сверху черточка. По логике вещей ты думаешь, что черточку надо вставлять, но нет, надо вставлять меточку, чтобы эта черточка была ровной. Ну, короче, как бы просто всех сбило, да, то есть на всех других объективах Artisan как бы все ровно показано, здесь зачем эта черточка стоит.
Если говорить про конструктив и сравнить его по размерам с комплектным объективом, то, например, комплектный объектив, который идет в Sony, это моторизированный 16-50. Собственно говоря, если он сложенный, он, конечно, самый маленький объектив, это прям супер, конечно же, удобно. То есть, когда ты нажал на кнопочку, чтобы включить камеру, выезжает основная часть, и вот у тебя объектив готовый к работе. Так вот, когда она выезжает, по сути, по размеру получается то же самое, что и Artisan 35 1.8, то есть они примерно одинаковые. В этом, конечно, большой плюс, потому что объектив маленький, и с собой такие объективы очень удобно таскать, если, допустим, несколько таких объективов. Вот. Соответственно, что порадовало, так это у Artisan теперь нормальная бленда, то есть ее можно одевать хоть так, можно одевать ее вместе с крышечкой, можно перевернуть и ставить, когда ты ей не пользуешься, в общем, носить с собой, в общем, она не потеряется. У Artisan, который у меня был на обзоре, 56 1.8, отличный объектив, но там была вот эта ретро-бленда, которая вот такая скошенная, и, соответственно, с крышкой ее не оденешь. Если она не нужна, тебе нужно ее снимать, в общем, теряется 100%. Я очень рад, что Artisan от этой формы бленда ушел. Почему бленда, про бленду заговорил? Потому что бленда здесь нужна, потому что здесь бликует. Как и любая, абсолютно любая китайская оптика, китайцы научились делать качественно, резко. Единственное, что проблема с просветлением, и если мы работаем в контровом свете, то есть у нас точечный источник света, например, солнце или какой-то фонарь светит вам в объектив, соответственно, у вас получается засветка. Если в большинстве случаев это такая, знаете, вот такой муар, такой вот ретро-стиль, такое свечение получается вокруг и блики, то здесь как бы просто блики и падение контраста. Блики не очень красивые, поэтому объектив не лучшим образом подходит для съемки в контровом свете. Да, в целом, то есть на закате поснимать можно, но делать так, чтобы солнце находилось не в прямой видимости, да, немножко сбоку куда-нибудь уходило за края кадра. В общем, проблема есть, не сильно жесткая, но опять же, для оптики, которая супер недорогая, что-то требовать такого сверхъестественного, как бы, ну, наивно. А в большинстве случаев вы не будете снимать в таких условиях, и поэтому с проблемой такой, скорее всего, никогда не столкнетесь. С точки зрения автофокуса. Автофокус здесь хороший, нормальный, особенно на современных камерах. Единственное, что есть особенность какая-то определенная, я заметил, по углам объектив плохо фокусируется. Значит, по углам. То есть, когда мы по центру ставим точку фокусировки, проблем нету. Но если я ставлю область фокусировки, куда мне надо сфокусироваться на края, соответственно, кадра по самым краям, объектив начинает гулять, тупить и так далее и тому подобное. И если, например, я поставил отслеживание какого-нибудь объекта, то объект хорошо отслеживается. Как только объект доходит до края кадра, отслеживание падает. Не знаю, с чем связано. Скорее всего, если посмотрим на заднюю часть объектива, обычно там квадратик такой, большая область открыта. А здесь такой маленький кругляшочек. Скорее всего, возможно, с этим связано то, что на края этого не попадает свет или еще как-то. Короче, мне кажется, что вот именно с этим связано, что вот маленький кругляшочек, такое нестандартное решение для конструктива задней линзы, в общем, она так спрятана в кругляшочек, и мне кажется, это влияет. В общем, имейте в виду, как бы фокусируется нормально, но это не лучшее решение для какого-нибудь репортажа, либо спортивных каких-то мероприятий, где у вас объекты бегают по всему кадру таким вот образом, да, то есть на краях кадра будет, соответственно, у вас немножко теряться. И для съемки видео тоже такая же ситуация. По центру вообще проблем никаких нету, по краям может подтупливать. Имейте в виду, особенность такая есть. И также есть еще то, что лично мне не понравилось, это минимальная дистанция фокусировки, то есть минимальная дистанция, на которой ты сможешь сфокусироваться, она очень большая, она здесь 40 сантиметров. То есть у того же Samyang минимальная дистанция фокусировки 30 сантиметров. Вот если мы сравним, как близко может сфокусироваться Samyang и как близко может сфокусироваться Artisan 35, то мы посмотрим, какая большая разница. То есть близко не сфокусируешься. А ведь жаль, потому что зачастую, собственно говоря, ты, когда что-то объектив с собой берешь, ну, снимаешь какие-то, не знаю, некоммерческие съемки, да, вот просто все подряд вокруг ты снимаешь, в бар пришел и так далее. То есть близко сфокусироваться не получится, а таким объективом хочется близко сфокусироваться, какие-то объекты снимать, там, стакан, еще что-нибудь. В общем, такая вот особенность есть, то есть близко не сфокусируешься. В целом, для предметки пойдет, но вот близко стоящие объекты не сфокусируешься. Давайте сравним по резкости, что у нас вообще происходит, сравним с китом и с 35-кой Samyang 1.8. Почему с Samyang я сравниваю, ведь он полнокадровый, вот, потому что он есть у моего друга, поэтому для сравнения хочется какую-то оптику. Но опять же, он дороже, почти что в 2,5 раза, даже в 2 раза. То есть
да, где-то два с лишним раза он дороже. Поэтому сравним, насколько оптика, которая в 2 с лишним раза дороже, лучше, либо так же, либо хуже с нашим с вами сегодняшним объективом. Ну вот, как мы видим, соответственно, если открытая диафрагма 1.8, объектив не супер резкий, то есть, но разрешение достаточное. То есть на 1.8 это рабочая диафрагма, можно снимать. То есть тот же самый Samyang, который стоит в 2 с чем-то раз дороже, ничем не лучше, то же самое. Иногда бывает так, что ты чуть-чуть прикроешь диафрагму, например, был 1.8, поставил 2.0, и оптика подороже начинает быть более резкой. Здесь так не происходит. Да, становится чуть-чуть резче, но разницы принципиально нет. То есть, если вы хотите прям увеличить разрешение, которое вы получаете, нужно закрывать 2.8, а то еще и сильнее, то есть 5.6, f8. Соответственно, таким образом, если сравним с Samyang на 1.8, примерно плюс-минус то же самое. Samyang чуть-чуть порезче будет, да. Если мы закроем диафрагму очень сильно, то резкость, в принципе, получается одинаковая. Что, в чем разница? Так на краях, на углах кадра Samyang чуточку порезче. Не сильно, но чуть-чуть порезче, да. То есть не сказать, чтобы у Титартизана прям совсем плохие углы. Ну, на 1.8 они, конечно, мягковатые, как бы и не очень, но, в общем, для бытовых задач нормально пойдет. Если хотите, чтобы углы стали резче, надо закрывать до 2.8-4, да. То есть на 4 она получается уже резким. Да. И, соответственно, винитирование тоже присутствует, легко убирается в редакторе. Ну, пока что на время теста, когда брал в Lightroom, ну, у меня не последняя версия стоит, надо обновиться. В общем, еще не завезли туда профиль этого объектива. В общем, я вручную подогнал и проблем вообще никаких не заметил. Поэтому для меня, например, то, что у него объективовинитирование, это вообще не парит, справляется это очень легко. А вот не очень высокая резкость на углах, ну, в целом пойдет нормально. Для объектива за такую сумму очень даже хороший результат. Если мы говорим про боке, что тоже наивно полагать, что какая-то супер боке будет у объектива недорогого, да, оно такое похоже чем-то на старые советские оптики. То есть чем ближе к краю кадра, тем у вас начинают бокешки немножко так закругляться и вытягиваться по диагональке. В целом пойдет, нормальные боки, жить с ним можно. В общем, кто эстет, кто хочет классное боке, покупайте лейки старые, всякие такумары и прочее, прочее, прочее. То есть мануальное, там оно у вас будет кремовое, это боке. А теперь давайте сравним с комплектным объективом непосредственно в съемке. Это все были тесты, кирпичные стены. Я это вообще как бы не очень не люблю, и это не показатель. А вот показатель — это когда мы берем и на натуральной съемке сравниваем лоб-лоб. То есть я своей жене снимал видео танцевальное, у меня было там 10 минут в студии, и я попросил ее мне попозировать. И вот буквально за 10 минут сделал микрофотосессию, где выставил свет, вот, и попробовал поснимать. То есть я взял комплектный объектив и 35 1.8. В комплектном объективе 16-50 я использовал весь диапазон от 16 до 50, то есть там где-то, чтобы посильнее размытие, 50 использовал. В общем, весь диапазон. И давайте посмотрим, как в студии у нас с вами разница будет от всего диапазона. То есть если посмотрим, то в целом, если мы работаем с светом и композицией, то с первого взгляда разница небольшая. Да? Вот посмотрим на фотографии, вот так вот, если не вглядываться, да, то есть как бы в инстаграмном режиме, то есть не увеличивать, не приближать, в целом разницы сильно нету, да, то есть как бы, но если мы увеличим, приблизим, то тут сразу же у нас разница просто огромная, то есть детализация у комплектного объектива никакая, а я снимал на открытых, да, чтобы сильно ISO не задирать, но опять же, то есть у нас там, где 1.8 было ISO, было 320, а где у нас был комплектный объектив и диафрагма 5.6, ISO было уже 1250, и мы видим, насколько больше шумов, а у кропнутых камер шумов обычно, как правило, больше. В общем, видим, насколько разная картинка, да, то есть вот на каких-то картинках, на каких-то кадрах мы видим, что разница, да, то есть она прям заметная, да, вот, например, если не увеличивать, да, например, где-то размытие фона, например, на этой фотографии размытие фона, заметно, что у Китая его просто нету, да, кому-то это не важно, да, то есть вот, кому-то нет, то есть я пытался сделать так, чтобы было незаметно разницу, то есть использовал комплектный объектив по максимуму, да, то есть маскировал вот эту вот разницу в размытии, вот, соответственно говоря, тут вот заметно, да, сильно, что как бы не размыто, а здесь вот уже не так сильно заметно, в общем, в целом, сильно ли это влияет, вот это размытие, на разницу или нет, решать вам. По мне так сильно влияет очень даже, да, для меня размытие это важно, художественная составляющая, кому-то это не важно, но, собственно говоря, в плане качества картинки уже сильно бросается в глаза эта разница, да, в шумах и в детализации.
Я снимал здесь с постоянным источником света, как бы имитирую сложные условия, в которых большинство любителей снимает. Конечно, если бы я снимал со вспышкой, разница была бы только в основном в размытии. И там бы оно еще сильнее бросалось, потому что для того, чтобы на ките сделать более резкую картинку, я бы диафрагму закрывал до f8. И размытие было бы еще меньше, все бы, задний план был везде резкий. Да? Но опять же, замаскировал бы это, затемнил и так далее. Не суть. То есть как бы смысл в том, что если разница, разница есть, да, то есть и разница в основном в качестве картинки. Вот, собственно говоря, в большинстве случаев любители вспышки не используют и снимают с естественным светом, поэтому вот здесь вот был такой имитация естественного света. Вот такая вот разница, не знаю, для вас сильно она заметна или нет, для меня очень сильно, да, то есть я бы просто, посмотрев на эту разницу, сразу же просто объектив бы комплектный выкинул и взял бы фикс, вот. Что касается лицевых портретов, вот я не подходя ближе, потому что когда ты ближе подходишь к модели, у тебя широкоугольный объектив, лицо будет искажено, поэтому я близко не подходил, отошел маленько назад, кадрировал, вот, а на комплектном объективе использовал 50 миллиметров, да, для того, чтобы получить картинку. И вот, как мы видим, да, немножко потерял в разрешении, но в целом, то есть у современной камеры разрешения хватает, 24 мегапикселя, немножко кадрируйте, будет там 18 мегапикселей, этого достаточно за глаза. Поэтому в этом плане все нормально, то есть портреты можно снимать. Поэтому если мы берем диапазон комплектного объектива, зум-объектива от 30 до 50 миллиметров, один фикс 35 миллиметров закрывает этот диапазон легко. То есть в целом, то есть если вы снимаете именно в этом диапазоне, 35-ка это просто идеальный вариант, я бы даже комплектный объектив не смотрел. Вы скажете, а что насчет пейзажей? Да, то есть я не хочу, допустим, снимать портреты, я снимаю пейзажи. Например, я пейзажи почти вообще не снимаю никогда. То есть иногда бывает в поездках, но в целом, то есть я не пейзажный. Вот. То есть если мы говорим про предметку, и ей 35-кой ее легко снимается, да, то есть нормально подходит для предметки, а вот для пейзажей 35-ка уже как бы не подходит. То есть стрит какой-то можно поснимать и так далее и тому подобное, но пейзажи нет. И многие подумают, ну вот же, вот тут китовый объектив 16-50, а пейзажи снимаешь, еще же диафрагму можно закрыть, там, до f10, разницы вообще не будет. Вот лучше тогда вот здесь вот 16-50 будет лучше. И опять же нет, не соглашусь, ведь 16 миллиметров получается это 24 миллиметра на полном кадре, то есть 16 на кропе, 24 на полном кадре получается. А 16-50, да, то есть получается 24-75. Получается, чтобы снимать пейзаж 24 миллиметра и 70 миллиметров, это просто, ну, ни туда, ни сюда. То есть толком ты особо ничего не снимешь. Пейзажи прикольно снимать на полном кадре, на фокусных расстояниях от 16 до 20 миллиметров. Так получается интересней. И если пересчитать на кроп, это получается 10-20 миллиметров где-то. И тут, конечно же, многие скажут, типа, ой, типа, пейзаж, это не обязательно, чтобы много входило. Нет, конечно же, я говорю про сверхширокоугольный объектив на полном кадре 16-35, чтобы снимать пейзажи для того, чтобы не для того, чтобы больше входило, а чтобы интереснее с перспективы работать, чтобы задний план стал дальше, передний ближе. То есть вот как бы вот с этим моментом. И кадры получаются более интересные в таком вариации, чем 24, там, 35 и так далее миллиметров. Вот. Поэтому 70 миллиметров, например, вообще бесполезны, если мы говорим про пейзажи, потому что чтобы получать прикольный пейзаж с телеобъективом, вам нужна компрессия сжатия перспективы, а для этого нужен объектив как минимум 70-200, а то еще больше, чтобы получить там большую луну там, и так далее и тому подобное. То есть 24-70, то есть на кропе 16-50 в этом плане вообще просто ни туда, ни сюда. Поэтому взять на первое время недорогую 35-ку и к ней еще один объектив гораздо выгоднее и логичнее, как по моему мнению. Потому как, допустим, комплектный объектив – это ну, просто ни о чем. То есть он нужен для того, чтобы понять, что такое фокусное расстояние, как работает перспектива, не больше. Если вам нужен универсальный объектив, то смотрите 16-50 2.8 какой-нибудь. Это, конечно же, не то же самое по картинке, что 24-70, потому что 2.8 на полном кадре, 2.8 на кропе, это совершенно разные вещи, опять же, то есть разные размытия. Получается, как вот если на полном кадре поставить f4. Как бы да, снимать можно, и вопрос даже не в ISO, да, а вопрос, насколько размывается задний план, на f4 размытие не очень. Для видео, может быть, и пойдет, но если вы снимаете фотографию, то в режиме репортажа, то на кропе 16-50 2.8 как-то вот ни туда, ни сюда вообще не то же самое, что 24-70 2.8. Вот. А что насчет полтинника?
На моем канале есть видео, почему полтинник не портретник. Так называется видео не потому, что полтинник не портретник, просто я считаю, что полтинник не портретник, и 50 мм неинтересное фокусное расстояние. То есть 50 мм, оно не так удобно на кропе. То есть постоянно что-то у вас не влазит, не хватает места. То есть хочется отойти немножко назад, чтобы вошло, а ты отойти не можешь. Короче, вот это вот постоянная канитель с полтинником, тебе постоянно не хватает какого-то расстояния. Вот. А опять же, нормально, чтобы снимать лицевые портреты, нужно больше, чем 50 миллиметров, как минимум 56 миллиметров, то есть надо брать. И, кстати, у Титартизана поэтому второй объектив 56 1.8. Кстати, отличный объектив, есть обзор на канале, вот здесь вот где-то вылезет, обязательно потом посмотрите. Мне сейчас кажется, за свои деньги это вообще суперский объектив, если вам нужно поснимать портретные какие-то фотографии. Но если вы прям любите крупники, прям хедшоты, да, с английского, прям вот лицевые портреты, то, на мой взгляд, на кропе 75 миллиметров куда более интересно, нежели 56 миллиметров. Получается более интересная перспектива, сжатие перспективы и так далее и тому подобное. То есть 75-ка прям прикольная. Кстати, у меня есть 75-ка объектив, и я, конечно же, обязательно в скором времени на него какой-нибудь обзор сниму, потому что 75-ка это тоже такое очень популярное фокусное стало. То есть раньше все брали 85-ку, а 75-ок практически не было. Сейчас начали появляться. В общем, сделаю обзор, посмотрите. Прикольное фокусное расстояние как на кроп, так и на полном кадре. Поэтому, как по мне, 50 мм на кроп не самое удобное фокусное расстояние. Собственно говоря, так на полный кадр оно не очень интересно. В общем, как по мне, полтинник вообще нигде, ни туда, ни сюда. Мое личное мнение, персональное, не претендую, возможно, у вас совершенно по-другому. Я лишь делюсь своим опытом. Да, конечно же, 30 миллиметров в целом, если выбирать, 30 миллиметров мне нравится больше, чем 35 на кропе. То есть это более универсально. Но самый доступный 30 миллиметров это будет Sigma 31.4, а он уже в 3,5 раза дороже, как бы, что в принципе ощутимо. Можете еще два объектива купить. То есть можете за цену одного Sigma 31.4 купить 23 1.8, 35 1.8 и 56 1.8 и получите прям огромное фокусное расстояние. Давайте суммируем. Исходя из всего перечисленного, получается, на кроп 35 мм будет самым универсальным, ну, относительно, конечно же, по моему мнению. Но если вы задумались о замене китового объектива и не определились, что будете снимать, а снимать вы будете абсолютно все подряд, то есть 35 мм будет самое то, как говорится, то, что доктор прописал. В этом плане Титартизан 35 1.8, наверное, самое лучшее решение. Почему я его взял на тест? Потому что это самый доступный 35 мм на кропе. То есть ближайшего конкурента почти что в 2 раза дороже, а на разницу в цене можно купить еще один объектив, например, тот же самый 56 1.8. И это отличный объектив, вот. И поэтому два объектива будет всегда лучше, чем один. Вот в этом плане я недорогие объективы просто обожаю. То есть ты купил, что-то тебе не понравилось, оставил в коллекции, ну, либо продал прям с минимальной потерей денег. В этом плане, как бы, Титартизану просто тут нет конкурентов. Отличный объектив. Вот. То есть 35-ка Титартизан это достаточно резкий, относительно универсальный и даст вам художественную картинку, и при этом без каких-то сильных шумов, недостаточном освещении. Поэтому это идеальный кандидат на роль первого объектива на кроп. Если было интересно и полезно, обязательно поставь лайк, поставь колокольчик. Очень много обзоров для тебя в новом году буду снимать. И такие дела. До встречи в следующих видосах.